Всем привет! Сегодня мы будем шить вот такой вот топ с американской проймой. Топ очень простого пошива, поэтому много времени у вас не займет. Выкройку можете найти в описании под видео. Вот такой вот топ спереди и сзади на такой резиночке. И лямки с регуляторами, что очень удобно изменять лямку под себя. Расцветку выбираете какую угодно, смотрятся они обалденно в любой расцветке. Ну и скажу вам честно, что очень удобен этот топ в носке. Для шитья нам понадобится кулирка с лайкрой, бейка стрейч, у меня шириной 2 сантиметра, и 2 регулятора и 2 кольца. Для бейки шириной 2 сантиметра у меня регуляторы шириной 1 сантиметр и кольца шириной 12 миллиметров. Наши детали готовы. Далее мы эти две детали, спинку и полочку, соединяем лицом к лицу и идем на машинку швейную, либо на оверлок, чтобы прошить боковые швы с одной и с другой стороны. Главное все это дело ровно сложить, чтобы кулирка у нас не скрутилась, и аккуратно прошить. Боковые швы прошили, швы мы заутюжили. Я не стала менять нитки на оверлоке, я прошила на швейной машинке эластичной строчкой. И я на самом деле не буду обрабатывать этот шов, потому что кулирка, она не рассыпается, ткань, и поэтому я вот так заутюжила и оставлю таким образом, будет у меня на изнанке. Далее мы берем бейку стрейч и обрабатываем горловину. После этого обработаем низ изделия. Обрабатывать будем ступенчатым зигзагом. Я выставляю на машинке настройки ширину стежка 7, это максимальная у меня для бейки шириной 2 сантиметра, и длина стежка у меня будет 2. Сначала я возьму бейку и прошью ее прям сантиметр, чтобы было удобнее далее. И аккуратно вставляю наше изделие в бейку и начинаю шить, слегка натягивая саму бейку. Ткань при этом я не натягиваю. Далее таким же образом я буду обрабатывать низ нашего топа. Низ и горловина нашего топа обработаны, и нам останется обработать оставшуюся часть. Это начиная от горловины на полочке, через спинку и заканчивая с другой стороны горловины. Обрабатывать мы будем это единой бейкой. Но прежде чем приступить, начнем мы от одного края горловины обработку. Прежде чем к этому приступить, нам нужно сначала измерить нашу бейку для того, чтобы сделать лямки. То есть мы отмерим длину, нужную длину лямок. Я делаю стандартную длину, это 40-45 сантиметров. Мы отмеряем 40 сантиметров, допустим, это будет. И сначала мы прошиваем бейку просто 40 сантиметров и дальше вкладываем в нее наше изделие. И прошиваем вот эту часть. Когда мы дойдем до другой стороны горловины, мы то же самое, не отрезая бейку, мы отмерим 40 сантиметров и прошьем ее. И получится у нас вторая лямка.
Я отмерила 40 сантиметров, сделала отметку и уже почти что дошила до этой отметки. И таким образом у меня получилась первая лямка. Дошли до метки, вкладываем в бейку наш топ и продолжаем обработку нашего края. Я дошла до другой стороны горловины. Опять же, не отрезаю бейку, а отмеряю 40 сантиметров. Это длина моей второй лямки. Ставлю отметку и опять же шью до конца, до этой метки. После этого я прошью еще небольшой кусочек, примерно 10 сантиметров бейки, для того, чтобы сделать небольшие лямки для закрепления колец на топах. Этот кусочек я разделю пополам. У меня получилось 2 кусочка. Наш топ практически готов, осталось закрепить лямки. На задней части топа мне нужно сделать отметки, где у меня будут пришиты лямки. Я делаю от боковых швов примерно 12 сантиметров. И делаю отметки. То есть у меня получается практически параллельно нашим лямкам на горловине. После чего мне нужно вот эти хвостики небольшие закрепить с кольцами. И вот эти штучки мне нужно будет пришить на край нашей спинки, где мы делали отметки. Сделать это можно прямой строчкой, а потом пройтись еще нашим ступенчатым зигзагом. И закрепляю оба кольца. Кольца мы закрепили. Выворачиваем на лицевую сторону, и нам останется одеть регуляторы на наши лямки и окончательно все это дело закрепить. Итак, на наши лямки одеваем регуляторы. Вот так. Берем лямку, одноименное кольцо, и этот хвостик мы продеваем в кольцо. Дальше хвостиком возвращаемся к нашему регулятору, и нам останется этот хвостик от нашей лямки. Вот так мы берем лямку с регулятором. Этот хвостик останется засунуть в отверстие регулятора. Вот туда. То есть у нас получилось вот так. И этот хвостик теперь присоединяем к лямке этой же, которой мы вели к регулятору, и закрепляем на швейной машинке прямой строчкой. И у нас получится готовая лямка. То же самое делаем со второй лямкой.